Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Вот я связала вот такую кофточку. Реглан погоном сверху с облегающей треугольной горловиной. Многие из вас знаете, что у меня на канале есть подробный мастер-класс вязания реглан погона. Только на том мастер-классе связана реглан с глубокой, широкой, круглой горловиной. А здесь я применила треугольную облегающую горловину. Если хотите широкую, глубокую треугольную горловину, можете именно по этим расчетам, которые я применила на этой кофточке, сделать себе расчеты и на глубокую, широкую треугольную горловину. И насчет погона, друзья. Здесь погоны у нас получаются немножко опушенными. Если вы хотите, можете сделать длину погона как раз на размер плечи. И еще, друзья, здесь рукава связаны совсем по-другому. На том реглан погоне рукава вяжутся как костюмные. И там рукава в подмышечной области не очень свободные. А я люблю рукава свободными. Поэтому я здесь применила другой вид рукава. И рукава вяжутся отдельно. Здесь оформляем отдельно проймы. И рукава тоже вяжем, потом поднимая петли именно с наклоном. И такая рукава в подмышечной области получается более свободным. Еще хочу вам сказать кое-какие моменты насчет проймы, друзья. Вот видите, я здесь применила такой вертикальная пройма. А вообще-то на самом деле пройма должна быть в вогнутом виде. Более вогнутом в передней части и менее вогнутом на спинной части. Если кто хочет сделать пройму в вогнутом виде, друзья, это очень просто. Когда вы здесь начинаете оформлять пройму с обеих сторон, и по переду, и на спинке, будете отделять по краешку 2 петли, через 3 или через 5 рядов будете сокращать по одной петле, и 3 или 4 петли достаточно будет, чтобы здесь у вас линия проймы получилась вот так вогнутым. А когда уже заканчиваете пройму, тогда вам придется опять добавлять вот эти сокращенные петли и расширить вашу пройму до подреза. Я применила здесь более простую форму оформления проймы. Кому так нравится, может, будете применить более подходящую, более простую форму оформления проймы. Теперь насчет узора, друзья. Узор называется веточки. И насчет мастер-класс вязания этого узора тоже есть видео на моем канале, можете там посмотреть. И здесь я применяю узор, когда по переду и на спинке провяжу высоты 29 сантиметров. На видео, друзья, я не показываю, как мы начинаем здесь узор. Просто все петли разделяются по раппорту узора, потом начинаете вязать узор. Здесь трудностей не будет, поэтому вам не стала показать на мастер-классе. Если хотите, можете вы применить свой любимый узор. Теперь, друзья, как можно увеличить или уменьшить размер этой кофточки? Если хотите увеличить вырез горловины, друзья, спокойно можете увеличить размеры. Расчеты я даю, как создать схему я вам давала, и по этой схеме вы можете спокойно себе оформлять широкую, глубокую треугольную горловину. Если хотите широкую, круглую горловину, тогда это тоже есть на том мастер-классе реглан погоны сверху.
И, соответственно, чтобы увеличить размер, вы будете оформлять плечики на свой размер, какая у вас длина плечи. Вы еще будете связать высотой больше проймы. И, конечно, вы будете добавлять больше петель в области подреза. А чтобы уменьшить размер, все эти процессы сделайте наоборот. Давайте, друзья, я коротко объясню вам, как мы создадим схему вязания. Схема первая. Здесь мы начинаем вязать горловину и набираем простым способом 116 петель. Это, соответственно, будет 58, даже 60 сантиметров, чтобы голова наша спокойно могла пройти. И здесь вот показано, где мы смыкаем круг. И это место у нас пока будет начало вязания. Не добавляя ряд набора. И на первом ряду, друзья, мы начинаем связать резинку 1 на 1. И заодно будем посчитать наши петли. И когда мы дойдем до 77 петли, друзья, эта петля у нас будет лицевая петля. И перед этой петлей ставим маркировку. Отмечаем эту петлю, и эта петля у нас будет центральная петля переда. Здесь я хочу отметить, друзья, набор петли мы начинаем со спицы 2,5. И по ходу вязания горловины мы дважды сменяем спицы на побольше размеров, на 3 и на 3,5. Синей маркировкой отмечена вот эта центральная петля переда. Теперь, друзья, схема вторая. Здесь мы образуем треугольную форму горловины. Вот это место. Для горловины мы вяжем 8 рядов. И по ходу вязания мы через ряд по центральной линии, по центральной петле переда с обеих сторон добавляем по 4 петли. На общее количество петель горловины 116 добавится у нас еще 8 петель. И когда у нас горловина готова будет, всего количество петель в горловине будет 124 петли. Вот образуется вот такая красивая треугольная форма. Схема номер 3. Здесь мы разделяем петли на части кофточки и ставим маркировки. Сперва от общего количества горловины 124 отнимаем 12 петель для погона. Вот мы по 6 петель отделяем для погона. Еще отнимаем вот одну петлю, центральную петлю переда. И у нас останется 111 петель. И это 111 петель, друзья, мы делим на ровные 3 части. У нас получится 37 петель. И спинка у нас будет одна часть, 37 петель. А перед у нас будет 2 части. Значит, по полочкам по 37 петель. И когда мы закончим горловину, друзья, на следующем 9 ряду мы будем ставить маркировки. И этот ряд, друзья, обратите внимание, все петли мы вяжем лицевыми петлями без никаких манипуляций. Здесь только мы ставим маркировки. Перед началом петли спинки здесь ставим красную маркировку. Посчитали 37 петель. Ставили маркировку, штали 6 петель для погона, ставили маркировку,
Посчитали 37 петель для правой полочки. И мы должны совпадать здесь на синюю маркировку, которую мы отделяли центральную петлю переда. Потом, после центральной петли переда, мы посчитаем опять 37 петель для левой полочки. И здесь мы ставим желтую маркировку. Эта желтая маркировка будет указывать на, теперь начало ряда у нас будет вот отсюда. И здесь у нас должен остаться еще 6 петель. Схема номер 4. На этой схеме показано углубление горловины и на стороне спинки, и на стороне переда. В этой модели мы должны обязательно немножко углубить и спинку, друзья. Чтобы сделать углубление для спинки, мы визуально сперва делим половину часть спинки, это у нас будет 18 петель, делить на 5 частей. Это у нас будет 3, 3, 4, 4, 4. И вот здесь я на схеме отмечаю, каким образом эти мы деления разделяем. И это углубление мы осуществляем в течение 6 рядов, добавляя именно 3 раза. Вот один раз мы добавляем 3 петли, в следующий раз опять 3 петли, а в следующий раз добавляем 4 петли. И с этой стороны то же самое аналогично. А для переда, друзья, чтобы оформлять росток, мы с обеих сторон будем сокращать по 18 петель. Это сокращение мы осуществляем по одной петле сокращения каждым разом и провязыванием по одной петле. Давайте, друзья, я теоретически коротко объясню, как мы будем при вязании углублять спинку кофточки и как мы будем оформлять росток насчет сокращения петли. Вот мы на 9 ряду ставили маркировку, все петли провязывали лицевыми петлями, и мы дошли вот до сюда. И теперь у нас будет начало ряда вот здесь. Это у нас начало петли погона с левой стороны. И с этой точки мы начинаем свои манипуляции. Начинаем оформлять наши регланные линии. До регланной петли добавим накид и провяжем все петли. Здесь тоже добавим накид и потом провяжем 3 петли со спинки. Пойдем обратно на изнаночной стороне. Здесь опять мы добавим накиды возле реглана. Вы знаете, реглан погоня, накиды добавляются на каждом ряду. И на лицевой стороне, и на изнаночной стороне. Этого не забудьте. Потом мы доходим опять до петли переда. И здесь сокращаем одну петлю, провязываем следующую петлю и потом поворачиваем нашу работу на лицевой стороне, опять пойдем в сторону спинки. Здесь опять мы добавим накиды возле реглана, дошли до петли спинки и теперь добавим следующую тройку петли спинки. Поворачиваем нашу работу. На изнаночной стороне опять оформляем регланные линии, добавляя накиды. Доходим до петли переда. Здесь опять сокращаем одну петлю, провязываем следующую петлю, поворачиваем нашу работу и на лицевой стороне пойдем в сторону спинки. Оформляем регланные линии, добавляя накиды. И мы здесь добавим 4 петли. Провязываем 4 петли и поворачиваем нашу работу опять
на изнаночной стороне пойдем в сторону переда. Оформляем регланные линии по переду, сокращаем одну петлю, провязываем следующую петлю, поворачиваем нашу работу. И вот видите, мы здесь закончили углубление на стороне спинки. И мы на лицевой стороне будем оформлять регланные линии. И теперь мы будем, провязывая все петли спинки, дошли до регланной линии, добавляем накиды с обеих сторон реглана и дошли до петли переда. И здесь сокращаем одну петлю, провязываем следующую петлю и поворачиваем нашу работу на изнаночной стороны, пойдем в сторону спинки. Оформляем регланные линии, спинки провяжем 3 петли и поворачиваем. И на лицевой стороне опять мы идем в сторону переда. Оформляем регланные линии, доходим до переда, сокращаем одну петлю, провязываем следующую петлю и поворачиваем нашу работу. На изнаночной стороне оформляем регланные линии и здесь провяжем следующие 3 петли на спинке и поворачиваем нашу работу. И опять оформляем регланные линии на лицевой стороне. Доходим до петли переда. Сокращаем одну петлю, провязываем следующую петлю, опять поворачиваем нашу работу. На изнаночной стороне оформляем регланные петли, добавим 4 петли со спинки и поворачиваем нашу работу. Закончили углубление и на правой стороне спинки. И мы будем идти в сторону переда, сокращаем еще одну петлю, провязываем следующую петлю и на изнаночной стороне будем идти теперь полукругом на левую сторону переда. И здесь сокращаем 4-е сокращение по переду. И теперь у нас дальше пойдет вязание по полукругу. И так мы будем сокращать каждый разом петли переда для оформления ростка. Это я вам теоретично объяснила. Кому-то, может быть, это достаточно будет для вязания росток и углубления кофточки горловины. Кто-то хочет все это посмотреть на практике, друзья. Все я вам сейчас подробно покажу на практике. Начинаем оформлять регланную линию. До маркировки берем накид. 6 регланные линии. После маркировки опять берем накид. И начинается петля спинки. Здесь провяжем 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Все петли провяжем изнаночными петлями. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Вот так протянем нить и образуем вот такую петлю 2 ножки. И все петли провяжем изнаночными петлями. А накиды возле погона, друзья, мы провяжем изнаночными скрещенными петлями, чтобы здесь не образовалась дырочка. Для этого мы берем эту петлю за левую стенку петли и провяжем скрещенной изнаночной петлей. И здесь до маркировки опять берем накид. Петли погона. После маркировки берем накид и провяжем этот накид изнаночной скрещенной. Начинается петли переда. Для оформления ростка сокращаем одну петлю. Для этого провязываем вот эти 2 петли вместе.
Вот так. Взяли, провязали вместе. И провяжем следующую одну петлю. Поворачиваем нашу работу. И обязательно отмечаем на бумажке. Мы на левой стороне переда сократили одну петлю.